Всем привет! Меня зовут Алексей, и сегодня я буду рассказывать про misconfiguration в цикле разработки. То есть, что я понимаю под словом misconfiguration? Это какие-то уязвимости или ошибки, которые допускают как разработчики, так и админы в общей жизни какого-то ПО. Да? Сначала немножко про себя. То есть, меня зовут, как я уже сказал, Алексей Морозов, я сотрудник Rambler Group. Также я являюсь администратором форума Кодебай. Недавно вот мы как раз пошумели на PHD Standoff 2020. Также я выступал на конференциях, это Zero Night, PHD, Savzone, ну и всякие другие. Давайте все-таки вернемся к циклу разработки. Значит, из чего у нас состоит стандартный, современный цикл разработки? Да? То есть это этап планирования, когда мы какие-то требования только выдвигаем, придумываем, то есть разрабатываем идеи, как будет работать наш продукт. Этап анализа, когда мы эти требования начинаем проектировать каким-то образом уже первоначально, да, то есть понимать, из чего она будет состоять, каким образом мы будем это реализовывать. Этап дизайна, когда мы непосредственно продумываем архитектуру нашего будущего ПО, как оно будет выглядеть, с какими связями, с какими базами работать и с какими другими хранилищами данных и тому подобное. Вот. Соответственно, реализация — это непосредственно разработка, когда разработчики пишут код тестирования, и интеграция — это уже непосредственно перед выкаткой его в продакшн, когда мы там уже начинаем что-то тестировать. То есть нужно понимать, что на каждом этом этапе есть какие-то свои технические решения, да? То есть свои продукты, которые используют как разработчики, так и админы, и DevSecOps, и любые другие инженеры, которые поддерживают весь этот цикл. И в своем докладе я как раз хочу рассмотреть некоторые примеры, когда эти, так сказать, решения, эти продукты могут быть уязвимы, и какой урон они могут принести. Собственно, всем, наверное, известный продукт Jira, да, то есть это довольно-таки уже мощная система таск-трекера, то есть постановки задач и каких-то тикетов заведения, да, то есть это уже система достаточно промышленная, это продукт Atlassian. И что мне удалось найти, когда я исследовал эту систему? То есть, так сказать, от самых каких-то минимальных до более интересных вещей я буду рассказывать. Это stack trace, который вываливается, если передать массив параметры в API. Чем нам может быть это интересно? Тем, что мы можем посмотреть, какие плагины установлены в Jira в этом stack trace. Порта менеджмент — это имеется в виду, что есть управляющие порты из документации Jira, которые иногда даже я встречал выставлены наружу, с помощью которых можно отключать Jira, перезагружать Jira. То есть это непосредственно управляющие порты, которые с 8000 по 8100, если насканите и удастся их найти, можно непосредственно взаимодействовать с самой Jira. То есть примерно вот так выглядит stack trace. То есть мы можем здесь посмотреть, каких модулей он состоит, какие плагины подгружены, версию Jira и многое другое. Понятное дело, что весь stack trace не поместится на один слайд, поэтому я только кусок привел. Ну, так же, как и любая большая промышленная система, Jira умеет масштабироваться. То есть у нее есть какие-то свои плагины, которые пишут как сторонние разработчики, так и официальные, собственно, Atlassian. И про один такой, скажем так, достаточно используемый компонент я сейчас хочу поговорить. Это Jira Agile Board. То есть Agile, наверное, все понимают, что это такое, да, то есть это одна из парадигм, точнее, один из подходов к разработке. И существует такая панель, такой интересный плагин, который позволяет выстраивать дашборды в Agile и непосредственно с этим как-то работать в рамках продуктовой команды, когда таких команд несколько или проектов несколько. Идея здесь в чем? То есть есть стандартная борда, то есть какие-то тикеты. Мы можем даже посмотреть, когда они выполняются, кем они выполняются, какие на них там сроки, какие спринты и все тому подобное. Но интересный момент, когда я начал исследовать Jira в нашей компании, я заметил, что вся эта история доступна без авторизации. То есть плагин живет сам по себе от Atlassian. То есть он никак на нее не опирается. Поэтому мы можем просто пройти по URL и посмотреть непосредственно любую скрам-доску любого проекта. Причем здесь, очевидно, имеется некоторый айдор, с помощью которого мы можем вообще зайти в любой проект, посмотреть задачи, посмотреть, над чем работает команда. И неважно, это приватный проект, публичный проект. Главное, чтобы он был заведен в Jira и установлен этот плагин. Соответственно, перебирая этот айдор, мы получаем разные эти agile панели. Ну, понятное дело, что я закрашиваю все какие-то sensitive данные, но это тоже достаточно интересно. Ну и еще довольно интересную багу я нашел. Это Blind GQL, которая также доступна без авторизации и позволяет читать вообще любые тикеты. В чем она заключается? В ядре, да, то есть в ядре самой Jira есть API, очевидно. Нас будут интересовать следующие параметры, да, то есть это MyPermission, Issue и непосредственно Search.
как вы видите, search GQL, и идет какой-то запрос. И вот этот запрос интересен тем, что он на разную, так сказать, его конструкцию, то есть когда запрос существует и когда запрос не существует, выдают разные ответы. Таким образом можно полностью восстанавливать содержимое тикета. Сейчас мы это дальше посмотрим. В верхней части слайда пример того, как мы выводим несуществующее поле, да, то есть я задаю search, GQL, description и какое-то значение, которого не существует ни в одном тикете. И, соответственно, он нам выдаст, что такое значение не существует в поле description. Но когда я начинаю перебирать 1, 2, 3, звездочка, and ID равно 10 тысяч, где ID — это ID-шник проекта непосредственно. Соответственно, мы видим другой вывод этого значения. Таким образом, перебирая эти параметры, мы можем полностью устанавливать содержимое тикета и брутфорсом поле description. Description — это описание тикета. Вот в этом заключается суть баги. Далее, что еще мы можем с этим сделать? Перебирая issue, мы также можем восстанавливать, какие вообще существуют тикеты. То есть интересная штука в том, что они идут не по порядку, ID-шники. Поэтому нам для того, чтобы восстановить содержимое какого-то тикета, нужно узнать сначала, какой у него ID. Соответственно, мы видим, что на 10-тысячном и 10 001 тикете нам выдают, что у нас нет пермишенов, а 10 002 тикет, он говорит, что такой не существует. Значит, логично, что мы можем работать с помощью blind GQL на 10-тысячном и 10 001 ID-шнике и восстанавливать содержимое этих тикетов. Когда не работает? Вообще в Atlassian есть два режима доступов. То есть это персональный и групповой. Да, то есть группа — это когда у нас есть какая-то группа разработчиков, и мы на нее навешиваем permission. То есть либо запрещаем, либо разрешаем им читать конкретный тикет. И персональный — это когда мы конкретному человеку запрещаем, либо разрешаем читать тикет. Вот когда персональный доступ повешен на тикет, то в этом случае эта атака будет невоспроизводима, и мы получим вот такое вот значение всегда. То есть то, что данное поле не существует для этого пользователя. В Confluence примерно та же история, то есть первые две части, они одинаковые, то есть я вот сейчас покажу. Да, Stack Trace, Port Management, здесь все то же самое, но здесь еще один есть интересный момент, это как читать открытые спейсы вообще без авторизации. То есть если мы ничего вообще не знаем про Confluence. Нас будут интересовать также следующие параметры, это Space Content, Space Key и Content ID. Давайте посмотрим, как все это теперь здесь выглядит. Ну, понятное дело, что открытый спейс мы можем и так прочитать без авторизации, да, то есть здесь как бы вроде ничего интересного нет. Но, опять же, интересный момент в том, что с помощью blind CQL, то есть в рамках Confluence язык запроса называется CQL, ну, Jira, Confluence. Вот. Мы также можем делать все ровно то же самое, что и делали в Jira. То есть восстанавливать содержимое уже закрытых спейсов каких-то. Условия здесь то же самое. Должны быть групповые какие-то пермишины, не должно быть персональных пермишинов. Ну, как правило, так оно часто и бывает в больших компаниях. То есть никто не вешает персональный доступ. Эту историю, кстати, пофиксили в обновленной Jira, поэтому сегодня ее встретить можно, но где-то, если Jira хотя бы месяца 4 не обновлялась. И Confluence, разумеется. Ну, поехали дальше. Redmine. Redmine — это еще один достаточно популярный таск-трекер. Здесь достаточно все вроде бы секьюрно, когда я начал смотреть. Там API-шка закрыта, все хорошо, но тем не менее все-таки кое-какой небольшой фейл я нашел. XSS. Все стандартно и все просто. Но чем интересно. Здесь XSS, когда мы встраиваем непосредственно картинку в качестве URL. Вот так это выглядит, да, то есть специальные теги, его собственные, восклицательные знаки, внутри него мы передаем ссылка и скобочка, соответственно, какую-то нагрузку. Вроде бы XSS, да, все, store от XSS, потом мы создаем тикет с этим, человек проходит, получает XSS-очку, она у него отрабатывает, но есть еще один интересный момент, что с помощью этой штуки можно также сниферить пароли. А вот каким образом, я сейчас покажу. Так, это результат выполнения XSS. Вот этот момент достаточно известный вектор, когда мы на внешний PHP навешиваем basic авторизацию. Эта basic авторизация подгружается уже с нашего ресурса, с внешнего какого-то злого ресурса, да, то есть стороннего ресурса. Соответственно, человек, который заходит в тикет, видит basic авторизацию, где ему просят ввести логин-пароль, он вводит, и это улетает к нам на сервер. Таким образом, у себя на сервере мы расшифровываем B64 строку, получаем пару логин-пароль пользователя от системы Redmine, ну или от корпоративной учетки, если у них LDAP там. То есть здесь очевидно, то есть проблема вроде бы XSS-очка, но может привести к утечке данных. Workstation тоже, ну,
Он маленький достаточно, Task Tracker, но решил упомянуть здесь интересная штука, что здесь просто вводите true. Он, видимо, как-то этот объект десериализует. Для него это становится логически верная пара ключей и, соответственно, авторизовывает. Вот. Правда, всегда авторизовывает под одним и тем же пользователем, но этот пользователь — администратор, который может делать все, что угодно. Вот, в рамках этой панели. Еще один Task Tracker. Асана, здесь тоже был очень интересный момент. Просто вот я вам сейчас покажу, я думаю, вы сами все поймете. Вот так выглядит запись в ваших кук-файлах. Кто догадается, что здесь может происходить? Ладно. Очевидно, User ID — это, наверное, айдишник пользователя. E-mail — это e-mail, с которым зарегистрировался этот пользователь. Вот так вот и хранится сессия. То есть это IDOR самый типичный. Соответственно, если мы знаем, что человек с таким-то e-mail зарегистрирован в этой системе, а мы можем это посмотреть в самой системе, да, то есть какие люди, какие пользователи существуют, просто перебирая в куках айдишник soft SIGNUP user ID, мы можем подобрать наконец-то верное значение сессии и тем самым авторизоваться. Вот, собственно, я и что и сделал. Авторизовался под собой. HiTask. HiTask. Здесь тоже на самом деле XSS-очка. Она вроде бы и попроще, но и в то же время мне показалось, она немножко поинтереснее. Поинтереснее она тем, что она находится в тегах. И для того, чтобы ее эксплуатировать, мы можем ее не просто эксплуатировать на одной странице, а развернуть по всей системе. То есть потому что каждый тег в системе, который создается, он распространяется везде. Да? Потом этот тег применим на всех любых спейсах, на всех любых страницах. И когда мы начинаем это отрабатывать, оно уже, соответственно, везде появляется. Но этим все не кончилось в этой системе. Здесь еще есть LFI и достаточно интересный. А интересный он тем, что обратите внимание на имя параметра. То есть значение, которое мы передаем для того, чтобы прочитать файл, находится не в значении параметр prompt act upload, а в самом его имени. Вот так вот интересно там выглядит вот эта обработка подключения внешних файлов. Заключается она в чем? В том, что он берет, динамически парсит имя перемены, потому что там есть prompt act upload 1 и так далее, 2, 3, ну в массиве, в общем, передается. Но если передать строку именно в формате, что мы продолжаем уже переменную в виде нагрузки, он эту переменную также динамически забирает у себя, десериализует и начинает с ней уже выполнять непосредственно подключение файла. И вот эта вот нагрузка позволяет прочитать локальный файл, а выглядит это будет вот так. То есть мы говорим attachment, перехватываем запрос на attachment, все, создаем тикет, который якобы имеет attachment, но attached он уже свой внутренний файл по SVD. Потом этот файл спокойно же скачиваем, читаем, все хорошо. Это известная штука, наверное. Microsoft придумали ребята, встроили Visual Studio. Многие, наверное, работают, кто разработчики. Идея здесь в чем? У него есть, так сказать, механизм, который позволяет подтягивать какие-то внешние гиты. То есть, сразу в себя подтянул гид, сорцы, они у тебя в Visual Studio отобразились, очень удобно, комфортно всем работать. Да? На команду разлились, все хорошо вроде бы. Естественно, я как разработчик, как хакер, который был разработчиком, понимаю, что, наверное, есть какие-то внутренние адреса, и вряд ли от этого кто-то прям так сильно заморачивался. И я начал просто перебирать все внутренние адреса, которые я знаю. Это 127 октет, 192, 172 и так далее. То есть приватные. И искать в них директорию .git. В итоге я все-таки нашел что-то, какой-то файл. Он мне подгрузил свой внутренний файл, то есть, видимо, есть какой-то веб-сервер, на котором есть открытая папка .git, с которой он просто сам же в себя забрал эти исходные коды. Таким образом можно ликать исходные проекты внутри компании Microsoft. То есть тоже достаточно интересный мисконфиг. TeamCity. Что такое вообще TeamCity? Это история про деплой, да, то есть такое средство, которое позволяет деплоить приложение. То есть когда мы написали какой-то код, закоммитили, потом происходит какой-то процесс автоматизации, он улетает в TeamCity, и TeamCity сразу разворачивает эти изменения на каком-то стейдже или каком-то тестируемом там сервере или еще где-то, или может сразу в прод выкатывать, но это для самых экстремальных разработчиков. В рамках TeamCity есть такое понятие, как артефакты. Собственно, любые изменения, то есть любой файл, который был изменен и отправлен в TeamCity, это называется артефакт. История здесь в чем? У TeamCity есть стандартная учетка гостя, с помощью которого можно зайти, почитать там открытые и разрешенные артефакты, то есть, каких-то, видимо, неважных проектов. Но здесь есть интересный момент в том, что, опять же, API-шечка.
И, соответственно, когда мы начинаем погружаться в API-шечку, мы можем получить версию всех билдов, независимо от того, приватные они, доступны гостю или нет. То есть, если у нас есть гостевая учетка, мы можем это сделать для всех проектов. Таким образом, мы получаем build ID. Соответственно, build ID — это, можно сказать, релизы. То есть релиз там 4570, 569 и тому подобное. Релизы получили, прекрасно. Дальше мы начинаем по этому делу спускаться и искать в этих релизах, соответственно, нужные нам артефакты. И с помощью той же самой функциональности API мы можем получить непосредственно прямые ссылки на нужные нам артефакты. Ну а дальше все просто. По этим прямым ссылкам проходим, скачиваем. Там только B64 авторизация может спасти. Или еще что-нибудь. То есть никакой ролевой доступ, модели ролевого доступа там нет. Поговорим дальше. Про докеры. Докер, наверное, многие из вас знают, что такое. Работали, общались. И LXC. Я подозреваю, да? Ну, я на всякий случай напомню, да, то есть это контейнеризация, это средство, которое позволяет разворачивать какие-то инстансы или отдельные приложения или отдельные сервисы в оболочке, то есть в отдельном namespace, с отдельной, так сказать, файловой системой, которая монтируется, ну, это понятно всем. Какая здесь есть интересная вещь? То, что докер, из него можно сбежать. То есть есть много различных техник, атак, об этом много раз говорили. Что мне удалось на эту тему интересного наресерчить. Файл docker.sock. Достаточно известный файл, да, то есть если он прокидывается соответственно, в сам докер, через него мы можем обращаться непосредственно к Docker API на хост-машине. Как это выглядит? Выглядит это примерно следующим образом. То есть, соответственно, стандартным курлом мы можем идти непосредственно по API, получать от него какие-то ответы. Таким образом, мы можем разворачивать новые контейнеры, выполнять команды в других контейнерах внутри нашего, да. То есть мы можем, не знаю, на хост-машину даже проломиться. Здесь уже непосредственно пример с LXD идет. Там все то же самое. То есть разница только в том, что Docker API — это 2375 порт, а LXD — это 8443 порт. Уязвимости в GitLab. Я хочу рассказать о нескольких misconfiguration непосредственно в GitLab. Первый misconfiguration — это будет перехват исходных кодов из других раннеров. В чем заключается суть? Давайте рассмотрим. Для начала, для того, чтобы завести какой-то раннер, нам необходимо создать файл gitlab ci.yaml. Этот файл непосредственно содержит инструкцию, которая будет выполняться на pipeline раннерах. То есть раннер — это сервер внутри GitLab, который поднимается, выполняет команду и сразу же умирает. В данном случае этот сервер работает через докеры, да, то есть он поднимается внутри докера, что-то выполняет, это все хорошо. И, соответственно, из-за уязвимости, которые я рассказывал выше, да, то есть если какие-то проблемы с конфигурацией, мы можем с помощью Docker API перехватывать исходные коды других проектов. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть мы создаем GitLab Runner, понимаем, в какой сети они находятся для того, чтобы их сканировать, и дальше мы их непосредственно, собственно, и сканируем. Да. Сканируем 2375 порт, находим эти порты и обращаемся к Docker API. Здесь, соответственно, представлен пример, как это могло бы выглядеть. Вот. Но что делать, если правилами ACL, либо какими-то другими настройками ограничено? Тогда мы будем искать файл docker.sock, который не прокинут непосредственно на раннер. В данном случае этот файл существует, соответственно, используя Docker API через docker.sock, мы можем через хост-машину манипулировать другими контейнерами. Как это могло бы выглядеть? То есть мы выполняем запрос через Docker API для того, чтобы получить несколько контейнеров, а далее, соответственно, нужно уже выполнить команду на конкретном контейнере, который в этот момент деплоится параллельно с нами. Это будет выглядеть следующим образом. Соответственно, здесь вы видите в параметре URI непосредственно ID контейнера, и по запросам мы посылаем, собственно, в теле команду, которую мы будем выполнять, и перед вами представлены исходные коды непосредственно того раннера, который пайплайнится или деплоится параллельно с нами. Собственно, вот так это и выглядит. Теперь дальше, про сниппеты. GitLab вообще интересная штука тем, что у нее вообще непонятно, как устроена ролевая модель. Потому что, например, сниппеты может читать любой желающий просто через API. Соответственно, мы их перебираем, их никак никто не запрещает. Вот. Здесь очень все просто. Сниппеты — это какие-то куски кода, которые были кем-то оставлены, передавались и, соответственно, использовались. Давайте теперь поговорим про прожекты.
И тоже интересная штука, то, что мы из GitLab можем читать непосредственно какие-то проекты. То есть не исходные коды этих проектов, а вообще какие существуют, кем они были созданы. Это все также делается через API, и причем это делается даже без авторизации. Соответственно, здесь мы можем увидеть, как вифазом я проходился по всем проектам и понимал, что какие проекты существуют, какие не существуют, в зависимости от эвристики, которая выдает нам ответ JSON-овский в этом запросе. Ну и еще одна интересная штука, наверное, будет, это уже то, что можно янамить вообще всех пользователей в GitLab без авторизации абсолютно. То есть про эту историю очень интересная байка была, то, что один чувак потом начал продавать эту историю, после того, как я ее рассказал на одной из конференций. Здесь все очень просто. Если мы обращаемся напрямую к API-шке users, мы получаем not authorized, то есть не авторизовано, ты не можешь ничего прочитать, все нормально, да? Но если мы начинаем конкретно ID-шники перебирать, мы получаем всех пользователей, какие есть, до тех пор, пока их не переберем всех. Очень просто, и в то же время это работает до сих пор. Можете зайти на официальный прямо сейчас GitLab и проверить. Но что делать, если все-таки, например, я-то об этом знаю, поэтому я от этого защитился. Но что делать, если... То есть есть еще альтернативный способ это сделать. Это username.case, то будет выдавать вам публичные ключи, если они существуют в GitLab, и этим пользователям заведены. То есть таким образом можно также янамить пользователей. Но для этого уже нужно знать все-таки их имена, поэтому это, наверное, больше подойдет для того, чтобы подобрать, существует ли такой пользователь или нет в системе или в компании. Еще один интересная штука — это мой ресерч. Это в то время, то есть это где-то примерно полгода назад это был 0day, сейчас это уже пропатчили. Вот. Это SaltStack. А что такое SaltStack? Это централизованная система разливки команд на несколько серверов. То есть архитектура у нее примерно следующая. Есть мастер-сервер, в него заведены так называемые миньоны. В терминологии SaltStack это сервера, собственно, которые подчиняются, на которые мы разливаем эти команды. Как это выглядит? В SaltStack есть авторизация, и ее 3 типа. То есть обычно логин-пароль, LDAP-авторизация и plain-текст еще. Там есть авторизация, она там когда через файлик подсасывается. Нас будет интересовать именно LDAP-авторизация, потому что мы же находимся в корпоративной системе, да, то есть компания большая, все хорошо у нее. И что произошло, когда я стал ее ресерчить? Я заметил один интересный момент. То, что если пароль оставить пустым, то авторизация пройдет через API. И это на большой продуктовой системе. То есть что происходит, когда мы выдаем пароль пустым на SaltStack? То есть, во-первых, здесь нужно 2 фактора, чтобы было. Первый — правильный юзернейм. Если мы выдаем правильный юзернейм, то и пустой пароль. Соответственно, нам приходит в хидере xouts токен, с помощью которого мы будем дальше разливать команды. Вторым квадратиком у меня выделены пермишины. Как мы видим, нам доступны все пермишины. То есть мы можем разливать команды, мы можем удалять миньоны, мы можем добавлять миньоны, мы можем делать все, что угодно, в принципе, в рамках этого SaltStack. Посмотрим, как это работает. Соответственно, первый запрос, который мы выполняем, это получаем ключи. Кейс, соответственно, он нам возвращает все, какие есть сервера. Вот. Ну, естественно, я корпоративные какие-то закрасил. Ну, здесь имена серверов. То есть мы видим мастер PM, мастер PAP, и дальше идут уже корпоративные миньоны, которые туда подключены. Вторым шагом я уже не стал закрашивать, потому что я как раз тестовый отобразил. Мы, собственно, выполняем команду на этих серверах с помощью токена, который мы получили на шаге 1. В данном случае я просто вывожу ID со всех контейнеров. И мы видим, что на нескольких контейнерах, которые в данный момент живы, то есть они, аптайм у них существует, они живые, они запущены, выводится команда ID, которая показывает нам, под каким пользователем, с какой групповой политикой мы сейчас сидим. Таким образом, я потом это дело зарепортил, отправил в CVE, очень долго с ними ругался на тему, как поднять стейдж, почему это должно работать или нет, но работает это только в режиме LDAP. То есть если мы использовали бы стандартную пару username-пароль, то там этот фокус не проходит. То есть там пароль, если не пустой, соответственно, это проверяется, и он говорит невалидная пара. Вот такой вот интересный момент. Sentry. Что такое Sentry? Это, по сути, система хранения ошибок. Да, то есть к нее подключаются какие-то проекты. В этих проектах могут происходить ошибки. Соответственно, потом эти ошибки мы можем централизованно отслеживать в этой системе. Что здесь тоже есть? Давайте посмотрим. Здесь также есть гостевая учетка. Вот сейчас я под ней сижу. С этой гостевой учеткой мы, по сути, ничего сделать не можем. Но что интересно, то, что этой гостевой учетке, если прийти напрямую по URL-параметру, то мы можем создать себе новый токен с помощью гостевой учетки. И этому токену разрешить все права. То есть выдаем этому токену все права,
Потом получаем эти ключи, с этими ключами потом мы делаем в центре все, что угодно. Это, соответственно, заводим проекты, выводим проекты, читаем ошибки в других проектах, в общем, все, что угодно. Вот, это еще один такой мисконфиг, достаточно прикольный. Ну и поговорим немножко про железки, да, то есть у нас тут много ребят, которые любят железки, может, вообще не понимают, о чем я говорю. Вот. Был у меня кейс в Рамблере, который я тоже решил упомянуть. Мне нужно было взломать маленькую коробочку IPMI, то есть, BMC-модуль, IPMI. Представляете себе, что такое? То есть это маленькая коробочка, у нее примерно... Я не могу в нее ни файлы грузить у нее, то есть чмоды нормально выставлены, CH-root, то есть я даже не могу ничего писать внутри нее. У нее 1 мегабайт всего размер пространства, который я могу использовать, из которого там 400 килобайт уже занято, то есть 600 килобайт у меня осталось, которые я как-то могу что-то хотя бы сделать. И, естественно, нет рута. Окей. Я начал думать, что с этим делать. А задача следующая. Мне бы хотелось с этой маленькой коробочки сниферить весь трафик. Да? То есть кто ходит на эту коробочку, зачем, какие парольчики вводят, IPMI же. Вот, это же вещь интересная. Естественно, я просто поднимаю там, в своем образе такой же аналогичный какой-то ARM-дистрибутив и в нем компилирую свой маленький снифер, который я написал на сишечке. То есть там ничего тривиального нет, поэтому я даже код его не буду приводить. Там, если хотите, я потом на GitHub ссылочку дам. Вот. Но здесь речь не про это, а речь про то, как я все-таки придумал это сделать. Так как снифер, даже мой самописанный, со всеми вырезанными библиотеками на чистом C, он все равно оказался больше 600 килобайт. Потому что помимо того, что мне нужно использовать снифер, мне же нужно еще эти данные как-то передавать, а передавать тогда я ничего умнее не придумал, как через SNMP, потому что это единственный нормально был реализованный протокол в этой маленькой коробочке. Но для того, чтобы реализовать SNMP в нем, в языке C, да, то есть кто на C пишет, меня может понять мою боль, вот, мне пришлось писать свой собственный протокол. То есть, если я бы пытался подгрузить библиотеки, но все они оказались больше мегабайт. Поэтому мне пришлось писать свой собственный протокол, разбирать пакеты, выстраивать SNMP-датаграммы, все вот это вот дело делать, для того, чтобы как-то эту информацию потом я мог получать. Ну и что? Окей. Я написал, это все заложил вот в этот свой снифер, который .c, все скомпилировал, вроде бы хорошо. Теперь вопрос, как его передать на сервер? Все очень просто, на самом деле, оказалось, а я не стал его передавать на сервер. Я стал просто держать SSH-сессию постоянно. Соответственно, файл сокет я подгружаю через SSH, потому что больше нечем его передать. Там B64 закодировать и раскодировать на самой машине, так там B64 не установлена, тулза сама. Вот. И как бы что делать? Вот. Телнетом так тоже не через чего. Поэтому я просто простым лайфхаком пошел, забираю, через SSH прокидываю бинарные данные и, соответственно, записываю их внутри сервера. И var-sniff, как оказалось, это единственная папка, которую я смог смонтировать внутри себя и разрешить ей права, в которую я потом смог что-то писать. Ну, не папка, в смысле, папка var, а файл sniff. Ну, второй вопрос. А теперь как забирать эти данные, да? То есть данные я научился писать внутри себя, все хорошо. То же самое, только теперь мне постоянно приходилось держать SSH-сессию. То есть я по SSH ходил, и эти данные с помощью этой на внешний вывод себе отдавал уже в свою сессию. И у себя на сессии просто забирал внутри. Вот таким образом мне удалось решить эту задачу. То есть вопрос мисконфигурации, казалось бы, здесь в чем? В том, что, соответственно, если ребята так сильно заморочились и запретили все права, руты и тому подобное, то можно обойтись и без этого, просто используя тот же самый механизм SSH, который нам дают. Ну и, соответственно, как это выглядело, да? То есть когда я уже получал непосредственно этот файлик у себя на хосте, я мог уже смотреть, кто ходил, откуда ходил. Ну, порт, очевидно, SNMP-шный. Вот. Ну, это IPMI-овский. Ну, еще давайте плюс 4 простых примера, чтобы уже так мозг не грузить и расслабиться. Первый пример. У нас был такой интересный случай. Рамблер, портал, авторизация. То есть главная страница, все хорошо. Аутс авторизация через ВКонтакте, через соседочки, да? Все авторизовывается, все хорошо, нормально работает. Но вот был интересный момент. Если мы сейчас авторизовываемся, а потом возвращаемся в ВКонтакте и просто удаляем свою страницу, то после того, как мы возвращаемся на Рамблер портал и обновляем страницу, мы попадаем вот в этот аккаунт.
То есть интересный пример с авторизацией, то есть невалидной, когда просто ребята не задумывались на тему, что аккаунт вообще, оказывается, может быть удален. Второй пример. Как я уже говорил, да, то есть то, что я давно тусуюсь на античате. На античате есть так называемая иерархия групп. То есть там несколько левелов, соответственно, предполагается, что чем выше левел, тем круче там какие-то сакральные знания, но на самом деле это не так. Сейчас не об этом. Что здесь? Один чувак нашел прикольный способ, как можно читать все темы, которые есть в приватных разделах. То есть, будучи обычным пользователем, не имея никаких доступов. А все достаточно просто. Это механизм, который подсказывает нам, какие темы уже были созданы. То есть, соответственно, мы создаем тему, пишем название этой темы, и внизу, видите, где там нам подсказывает, помогите избавиться от телефонного флуда, подмена сообщений, в общем, все такое, да. Когда мы начинаем набирать, он нам выдает, что такие темы уже были созданы, может, ты сюда посмотришь, чем создавать новые. И что мы обнаружили? Что ровно так же он выдает темы из закрытых разделов. Чем это может быть интересно, да? То есть, понятное дело, что не восстановить содержимое всей темы таким образом, но если там, не знаю, там база данных какой-нибудь там большой компании, я не знаю, какой-нибудь Evil Corp, возьмем абстрактную, да? Надеюсь, что абстрактно. Всегда будет интересно, есть ли вообще такой слив на античате или нет, там, в закрытых разделах. Естественно, мы уже об этом знали, пофиксили, но бага была интересная. Недавно, как раз это я добавил, сижу, думаю, хочу себе эту умную колонку, все так про нее говорят много. Думаю, ладно, дай куплю Mail.ru. Захожу, думаю, я же все-таки вроде хакер, пентестер, надо на это дело посмотреть, как там все это из-под капота работает. Смотрю, там скидочки есть, я говорю, здорово. Что я заметил? То есть обычно страница покупки, вроде бы ничего интересного. Да? Перехвачу-ка я этот запрос, погляжу-ка я на него. И что я увидел? Что в этом запросе значение цены передается, как оно есть. То есть, соответственно, пользователь решает, сколько стоит колонка. Вот так проще говоря. Соответственно, здесь все очень просто. Я изменяю цену этой колонки, какая мне нужна. Я сильно наглядь не стал и просто снизил цену в 2 раза. Потом позвонил в колл-центр, сказал, здравствуйте, колоночку там хочу заказать. Да, Алексей, у вас к оплате 4000 рублей. Да, я говорю, 4000 рублей. Все, хорошо, ждите курьера. Я говорю, ладно, не надо, спасибо, давайте отменим заказ. Потом на HackerOne сдал Mail.ru-шникам, они посмеялись. Вроде все хорошо. И давайте последний кейс. Есть сервис. У всех там есть родители, мамы, девушки, мужья, жены, да, то есть праздники, 8 марта, день рождения, все мы как-то поздравляем, да, хочется иногда поздравить каким-то приколом. Этот сервис как раз позволяет такое сделать. То есть мы можем отправить голосовую открыточку, там либо какое-то поздравление, либо какой-то прикол, либо розыгрыш, что угодно. Соответственно, как это выглядит? Сервис сам звонит ему на телефон, можно указать свой телефон, с которого будет звонок, можно любой другой, я не знаю, 666 или МВД номер 02. Это отдельная история, как у них это работает. История в том, что прикольный, нормальный сервис, да. И что есть? Как-то получилось так, что одну мою открытку они не доставили, и они мне дали бонус-код, который состоял только из цифр. Наверное, дальше уже объяснять. Уже всем все понятно, да? То есть, соответственно, я так сразу, опа, интересно. Только из цифр. Конечно, я начал перебирать эти цифры. Я свой бонус-код использовал. У меня же много родственников и друзей, которых хочется поздравить. И я стал их отправлять всегда. Со всеми этими бонус-кодами. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросики, можете писать по этим контактам.